Привет, вы на канале ProCuber, и в этом видео я расскажу про новенький бюджетный кубик Рубика Moyu RS3M 2020 и постараюсь осветить все моменты, про которые вы мне любезно писали в соцсетях по моей просьбе. Большое спасибо за ваши комментарии и приятного просмотра. Кубик поставляется в такой беленькой упаковке из недорогого картона, внутри которой нас ожидает сама головоломка, бокс с барахлом и подставка случайного цвета. Мне вот попалась оранжевая. Внутри бокса крестовая отвертка, запасная гайка, отвертка для настройки этой самой гайки и макулатура. Цена на кубик составляет примерно от 8 до 10 долларов, что делает данный куб бескомпромиссным вариантом среди конкурентов в этом ценовом диапазоне по соотношению цены и технологий в данном кубике. Размер кубика составляет 55,5 мм, а вес 85 граммов. В принципе, удобный размер и сбалансированный вес. Не сильно легкий, не сильно тяжелый и для меня в самый раз. Кубик, насколько я знаю, бывает только из цветного пластика. Про черный цвет вообще никакого упоминания на коробке я не нашел. У этого кубика тип пластика матовый, выглядит очень классно и презентабельно. Между прочим, точно такой же пластик у бюджетного куба Meilong 3х3M, который стоит раза, наверное, в 1,5-2 дешевле этого куба. А еще, насколько я знаю, такой же пластик в новых кубиках GAN, который стоит примерно раз в 5 дороже. В России пока что кубика еще нет. Но ты же помнишь, что все новиночки появляются первыми у ребят из speedcubes.ru? А на сайте у них огромное разнообразие кубиков Рубика и других головоломок на любой вкус и возраст. А также самые низкие цены в России на популярные товары и быстрая доставка по России от одного дня. Прямо сейчас у них на сайте множество классных предложений и скидок. Если ты любишь головоломки, то закупайся на speedcubes.ru по самым выгодным ценам. Вращение у кубика мягкое и очень приятное. Если быстро крутить, то довольно шумное. Но это касается почти любого куба. Это не самый тихий, но и не самый громкий куб. Что-то среднее. Срезает углы кубик отлично, но поначалу бывали жесткие неприятные локапы. Такое у меня бывало на кубе Dayan Guhong V3M и, как выяснилось, даже на GTS 3M. Прям точь-в-точь. Я после этого немного ослабил винты и стало сильно лучше. Может быть, надо еще ослабить, и эта проблема пропадет полностью и станет прям вообще отлично. Строение у кубика очень крутое за свою цену. На ребрах есть малозаметные рельсы, которые уменьшают трение и делают кубик более быстрым. В предыдущей версии этого кубика их не было, либо они у меня стерлись под ноль. Внутреннее строение практически такое же по сравнению с прошлой версией этого куба, за исключением того, что на ножках ребер и углов теперь primary пластик. А основная фишка куба скрывается под центральной крышкой, а именно фирменная система для изменения жесткости пружины от Moyu. Кстати, ножка у крышечки стала длиннее, как у Moyu Meilong GTS 3M. Механизм работы гайки я уже много раз объяснял. Суть в том, что гайка при вращении бегает по зубчикам и сжимает либо разжимает пружину внутри. В итоге сторона либо ослабляется, либо затягивается, при этом винты остаются нетронутыми. Эта система по ощущениям как будто бы меняет силу магнитов. По моему мнению, это лучшая инновация в кубиках за все время, да и не только по моему мнению. Данная система стала настолько крутой, что теперь ее прям в таком виде с зубчиками используют почти все производители. А впервые она появилась в кубике GTS 3M, насколько я помню. Цветовая схема яркая и очень сочная, цвета хорошие, ничего не бесит. Если сравнивать с предыдущей версией, то на контрасте становится хорошо видно разницу между бледными и насыщенными цветами. Например, желтый или зеленый цвета в 2-3 раза насыщеннее. Тактильно кубик очень приятный, но, честно говоря, я люблю больше глянцевые кубы, но к этому я довольно быстро адаптировался, из рук ничего не выскальзывает, как я предполагал в начале. Визуально кубик тоже очень крут. Я пытался искать микроцарапины на новом покрытии, но их либо нет, либо они практически не видны для глаза. Качество пластика превосходное. Это же касается кубиков из серии Meilong M. Очень достойно за такую цену, особенно учитывая тот факт, что GAN продают кубы, сопоставимые по качеству и технологиям, в несколько раз дороже. Если разберетесь с настройкой кубика RS3M, то он в 100 раз лучше за свою цену. Прежде чем я начну сравнивать с конкурентами по цене, должен предупредить, что я уже кубик ослабил на самое крайнее положение гаек. Это наиболее удобное их положение для меня прямо сейчас.
У Thunderclap V3M магниты посильнее, да и сам он потяжелее, крутится он резво и четко. Вращение даже может быть в чем-то похоже, но более такое силовое, руки работают больше. Гухонг V3M полегче и поменьше, магниты по ощущениям тоже у него посильнее, кручение у него немного жестковатое в сравнении с кубиком RS3M. Meilong 3M сопоставим по весу, а магниты мне кажутся более сильными, вращение у него более быстрое, менее контролируемое и немного жестковатое. GTS 3M в сравнении крутится побыстрее, но это все компенсируется более сильными магнитами, порой жестковато срезает углы. Gun X в сравнении крутится легко и у него поменьше контроль, я постоянно из-за этого перекручиваю и много локапов бывает. Поэтому кубы Gun, как правило, мне вообще не подходят. Dayan Tenyun V2M тоже крутится полегче и потише, но магниты установлены в сильное положение и за счет этого контроль получше. В итоге я пришел к выводу, что Moyu RS3M 2020 это хороший сбалансированный кубик, который запросто потягается с любым флагманом от любого бренда. Подойдет кубик абсолютно всем. Например, рекордсмен Юшень Ду крутит им и показывает очень крутые домашние результаты. А это значит, что потенциал в кубике огромный. Если сложить все плюсы, такие как качество пластика, достаточно гибкую настройку и низкую цену, то за свои деньги это, наверное, лучший вариант. Что еще нужно от кубика в 2020 году? В этом видео я постарался ответить на все вопросы, которые вы мне задавали. Извините, если что-то пропустил, задайте вопрос еще раз в комментах, я обязательно отвечу. Если вам понравился видос, то отблагодарите меня лайком, напишите что-нибудь в комменты, жмите на колокол и подписывайтесь на канал. А также заходите в мои другие соцсети, Instagram, Telegram и группу ВК. Все ссылки есть в описании.